В Иране полный хаос. В стране полностью отключают интернет, по людям стреляют, улицы полны огня и дыма, а толпы кричат «Смерть Хаминеи». В соцсетях при этом видео с горящими флагами и слухи о захваченных городах. Многие уже спрашивают прямо: все, режим падает? Или это просто очередной бунт, который жестко задавит? Сейчас объясню. Давайте без эмоций разберемся, что на самом деле происходит в Иране прямо сейчас и насколько это вообще все серьезно. Жители Тегерана и ряда городов на западе страны жалуются, что почти не работает ни мобильный, ни домашний интернет. Связь пропадает именно на фоне протестов. Об этом сообщает иранская медиа Iran которая работает за пределами страны, разумеется. Международная организация NetBlocks, которая следит за ситуацией со свободой интернета в мире, подтверждает, в городе Керманшах, например, были отключения связи крупнейшего иранского провайдера TCI. Проблемы с интернетом зафиксированы и в других регионах. Проще говоря, власть снова делает привычным для себя шаг. Глушит связь, чтобы люди не могли координироваться и показывать происходящее в стране всему миру. Международная ассоциация NetBlocks, которая следит за ситуацией со свободой интернета в мире, подтверждает, в городе Керманшах, например, были отключения связи у крупнейшего иранского провайдера TCI. Проблемы с интернетом зафиксированы и в других регионах. Проще говоря, режим Ayatollah снова делает привычным для себя шаг. Глушит связь, чтобы люди не могли координироваться и показывать происходящее в Иране всему миру. Протесты, которые идут по всей стране, дошли уже даже и до Тегерана. Вечером в столице на улицы вышли десятки тысяч человек, по оценкам больше 25 тысяч. По всему городу проходят полицейские операции. Ходят слухи, что власти могут бросить против протестующих самые жесткие силы – отряды Басидж и корпус стражи исламской революции. Массовые протесты в Иране начались 28 декабря. Сначала все выглядело как достаточно простой экономический бунт. После резкого обвала местной валюты, реала, и роста цен на товары, торговцы на Большом Тегеранском базаре, а это, на секундочку, крупнейший крытый базар в мире, и он играет огромную роль для всей иранской экономики и жизни всего населения страны, объявили забастовку. Они просто закрыли свои лавки, потому что работать стало бессмысленно. Затем волна недовольства быстро пошла развиваться по всей стране. Протесты начались уже не только в столице, но и в провинциях, особенно на западе Ирана. Примерно через 10 дней после начала протестов появились сообщения, что два города, Абданан и Малек-Шахи, перешли под контроль протестующих. Об этом 7 января сообщил канал Fox News со ссылкой на Национальный совет сопротивления Ирана. И скандируют «Смерть Хаминеи». Лидер Национального совета сопротивления Ирана Марьям Раджави также поддержала протестующих в соцсетях. По ее словам, людям удалось заставить силовиков отступить. Что касается самих этих городов, то Абданан находится на западе Ирана, в провинции Илам. Это недалеко от границы с Ираком. Другой город, Малик-Шахи, расположен примерно в 100 километрах от него. Это на самом деле не крупные мегаполисы, но сам факт подобных сообщений сильно встревожил иранский режим. По данным оппозиции, в Абданане бойцы КСИР пытались разогнать протестующих силой. В Малек-Шахи все началось во время похорон мужчины, убитого в предыдущие дни на предыдущих акциях. Когда стало известно, что Абданан якобы перешел под контроль протестующих, к демонстрантам, по некоторым сообщениям, начали присоединяться даже отдельные полицейские. Официальные иранские СМИ все это отрицают. Государственное агентство ИРНА утверждает, что в Абданане полиция всего лишь применила слезоточивый газ, а затем разогнала толпу. Агентство Тасним пишет, что после этого протестующие якобы разошлись, а в городе быстро восстановились, цитата, «порядок и безопасность». Отдельного заявления властей о захвате городов не было. Зато министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи ответил на слова Дональда Трампа, который в свое время написал, что США готовы помочь иранскому народу. Аракчи заявил, что внутренние дела Ирана – это дело только самих иранцев. По его словам, власть и народ находятся в диалоге. Вот такой вот диалог. Верховный лидер Ирана Али Хаминеи высказался о протестах всего один раз, 3 января, на 7-й день волнений. Он признал, что в стране есть серьезные экономические проблемы, но заявил, что обвал валюты – это якобы работа врагов. Хаминеи сказал, что протестовать можно, но устраивать беспорядки нельзя. С протестующими, по его словам, нужно разговаривать, а вот с теми, кого он называет погромщиками, разговоров быть не может. Их, как выразился Хаминеи, нужно поставить на место. В поддержку протестов высказался Реза Пехлеви. Это самый известный иранский оппозиционер за границей.
Он живет в США и считается наследником последнего иранского шаха. Собственно, именно его отца Али Хаминеи и свергал. 6 января Пехлеви написал колонку The Washington Post, где прямо заявил: Иран, по его словам, стоит на пороге больших перемен. Он считает, что власть сейчас слабее и более расколота, чем когда-либо с 1979 года, с момента Исламской революции. Пехлеви утверждает, что во время протестов люди кричат не только лозунги о свободе, но и его имя. В принципе, он прав, такое сегодня уже наблюдается. В связи с этим он заявил, что готов взять на себя роль лидера переходного периода от нынешней власти к демократическому устройству, которое, как он подчеркивает, должен выбрать сам народ. Пехлеви предлагает объединить всех противников режима вокруг трех простых идей: сохранить Иран как единое государство, дать людям личную свободу и равные права, а также убрать религию из управления страной. Все это, по его плану, должно завершиться национальным примирением и референдумом о будущем устройстве Ирана. Тем временем протесты продолжают расширяться. По подсчетам журналистов BBC Verify, к ним уже присоединились как минимум 17 из 31 провинции страны. И это только по тем видео, которые удалось проверить. На самом деле акций, скорее всего, гораздо больше. В Тегеране обстановка остается напряженной. Торговцы на Большом базаре все еще бастуют, к ним даже присоединились студенты. Они выходят с лозунгами «Смерть диктатору» и «Протест – наше законное право». В некоторых районах столицы митинги переросли в прямые столкновения с силовиками. Возникает логичный вопрос: что вообще за кризис довел страну до такого состояния? В сентябре 2025 года ООН снова ввела санкции против Ирана, те самые, которые действовали с 2006 года и были сняты после ядерной сделки с Западом в 2015. Санкции ударили моментально, курс реала рухнул. Если летом 2025 года доллар стоил около миллиона реалов, то к декабрю уже почти 1,5 миллиона. А еще 3 года назад доллар стоил всего около 430 тысяч реалов. Одним из первых это почувствовали на себе торговцы электроникой и мобильными телефонами. Закупать товар стало безумно дорого, цены пришлось резко поднять, но покупателей почти не осталось. 28 декабря эти торговцы просто закрыли магазины и объявили забастовку. Очень быстро к ним начали присоединяться и другие. Инфляция в Иране уже несколько лет держится на уровне 30-40% в год. В 2025 году продукты подорожали более чем на 70%, лекарства примерно на 50%. Осенью ситуацию добила сильнейшая за последние десятилетия засуха. Формально, конечно, из-за отсутствия дождей, но по факту из-за того, что власти годами бездумно расходовали водные ресурсы и довели страну до водного. Добавьте к этому то, что Иран, к тому же, летом 2025 года пережил 12-дневную войну. Израиль в первые же дни фактически уничтожил иранскую систему ПВО, ликвидировал большую часть военного руководства КСИР и ключевых специалистов по ядерной программе. Под ударами оказались не только ядерные объекты, но и нефтяная инфраструктура. В финале войны в конфликт вообще напрямую вмешались США, которые нанесли удары сверхмощными бомбами по подземному ядерному объекту режима Фордо. После этой, так сказать, войны власти Ирана попытались немного ослабить давление на население. Например, женщин почти перестали наказывать за отсутствие хиджаба. Именно это раньше вызывало самые массовые протесты. Но одновременно с этим усилились политические репрессии. Только за 2025 год в Иране казнили почти 2000 человек. Это гораздо больше, чем в целом в последние годы. Для сравнения, раньше речь шла о сотнях, а не тысячах казненных. Забастовка продавцов мобильных телефонов в торговом центре Алайдин в центре Тегерана, о которой мы уже говорили, быстро вышла за рамки экономики в целом. Уже через день протесты перекинулись на весь Большой базар, затем на другие города. Быстро зазвучали политические лозунги. Люди кричали «Смерть диктатору», «Женщина, жизнь, свобода», «Ни Газа и ни Ливан, моя жизнь за Иран». В некоторых местах начали появляться и лозунги в поддержку династии Пехлеви и самого Резы Пехлеви, которого часть протестующих вполне видит будущим лидером страны. Власти сначала попытались погасить волну протеста словами. 29 декабря президент страны Масуд Пезешкиан заявил, что нужно, цитата, «услышать законные требования людей». 30 декабря правительство предложило встретиться с представителями протестующих, а 31 декабря в отставку отправили главу Центробанка. Формально именно его сделали ответственным за инфляцию. Но все это не сработало. Власти были готовы говорить только об экономике, а политические требования протестующих обсуждать отказались. После этого начались жесткие разгоны. Сначала в Тегеране применяли слезоточивый газ, а затем в ряде городов начали стрелять боевыми патронами. Например, в городе Кухдешт был убит молодой парень по имени Амирхесам Ходаерефард.
Ему было всего 21 или 22 года. Власти заявили, что он якобы был членом провластного ополчения Басидж и погиб от рук протестующих. Сами протестующие при этом утверждают, что он был одним из них, а версия властей – вранье, которое нужно для того, чтобы оправдать стрельбу по людям. К 1 января протесты охватили почти все крупные города страны. В некоторых местах люди штурмовали административные здания, полицейские участки, вступали в драки с полицией и отбивали задержанных. Погибли как минимум 8 человек, среди которых 15-летний подросток. На этом фоне в ситуацию вмешался Дональд Трамп. Он написал, что если иранские власти продолжат расстреливать мирных протестующих, США готовы прийти им на помощь и, цитата, находятся в полной боевой готовности. Незадолго до этого Трамп, кстати, встречался с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. По неофициальной информации они обсуждали новые шаги против Ирана, который пытается параллельно восстановить разрушенные ядерные и ракетные программы. Сам Трамп при этом публично угрожал Ирану крайне жесткими мерами. Чтобы понять, есть ли у протестов реальные шансы, нужно сначала понять одну вещь. Что вообще представляет собой Иран как государство и система власти? Иран – это не Северная Корея и не сталинский СССР, где за любое слово сразу сажали. Власть там действует хитрее. Режим, который появился после революции 1979 года, давно научился выживать. Где-то давит, где-то отпускает, где-то делает вид, что не слушает, не замечает. Именно поэтому он держится уже больше 40 лет, несмотря на санкции, кризисы и постоянное недовольство людей. Формально митинги и даже забастовки в Иране не запрещены, но только пока они не выходят за некоторые допустимые рамки. История, однако, показывает, чтобы реально свергнуть власть, одних криков на улицах мало. Почти всегда для этого нужно организованное политическое движение с лидерами, структурой, планом. В последнее время редким исключением таких протестов был Тунис. Обычно же люди, которые хотят сломать систему, должны быть готовы рисковать всем, включая и собственную жизнь, конечно. Такие движения никогда не действуют строго по закону, иначе их просто раздавят. Подпольная работа почти неизбежна, но она опасна и часто заканчивается провалами. Массовые митинги и лозунги – это, по сути, выплеск злости и отчаяния людей. Это эмоции, а не политика. А смена власти – это всегда политическое действие. Чтобы толпа стала силой, ею кто-то должен руководить, направлять и превращать недовольство в конкретную и достижимую цель. Иранская власть при этом вовсе не стоит в стороне и не смотрит на протесты сквозь пальцы. Она давно и хорошо умеет работать с толпой. Методы старые, еще со времен советского КГБ. Провокации, вбросы, пропаганда, игра в хорошего и плохого силовика. Власть часто специально сталкивает разные группы протестующих между собой, чтобы они не объединялись. Показательный пример – слова одного из близких верховного лидера Али Хаминеи. Он с одобрением говорил об умном решении, как он это называет. Силовики в гражданской одежде ходят среди протестующих, скандируют лозунги вместе с ними, но одновременно следят, чтобы протест не вышел из-под контроля. В интернете иранцы могут найти практически любую информацию, в том числе о том, как сопротивляться полиции. Есть телеграм-каналы, где обсуждаются самые радикальные методы, но есть подвох. Вполне возможно, что такие ресурсы созданы или контролируются самими силовыми структурами, в первую очередь КСИР, чтобы вычислять самых радикальных участников протестов. Поэтому соцсети для Ирана – это палка о двух концах. С одной стороны, они позволяют быстро собирать людей и распространять информацию, а с другой – сильно упрощают режиму слежку и контроль. При этом протесты конца 25-го, начала 26-го года сильно отличаются от предыдущих волн недовольства. Раньше люди выходили из-за конкретных причин. Фальсификации выборов в 2009 году, роста цен на бензин в 2019 или из-за социальных и культурных репрессий в 2022 году. Сейчас причина другая и гораздо глубже. Речь идет о том, что люди больше не могут просчитать свою жизнь хотя бы на несколько недель вперед. Один иранский аналитический телеграм-канал назвал это состояние неспособностью к расчетам. Проще говоря, люди больше не понимают, как им выживать. В нормальной экономике, даже при кризисе, человек примерно знает, сколько стоит тот или иной товар, сколько он заработает, что сможет купить через месяц. Цены и курс валюты могут прыгать, но в каких-то разумных пределах. Это дает хоть какую-то уверенность в завтрашнем дне. К декабрю 2025 года все это в Иране рухнуло. Курс реала обвалился настолько, что базары, традиционное сердце иранской экономики, просто перестали нормально работать. Продавцы не могли выставлять цены. Ты продал товар сегодня, а завтра уже не сможешь купить товар ему на замену за вырученные деньги. В таких условиях торговля просто теряет смысл.
Поэтому закрытые лавки были не столько протестом, сколько вынужденным шагом. Это был сигнал: обычная экономика больше не работает. Да, Тегеранский базар уже, конечно, не играет той роли, которую играл до 1979 года, но он все еще очень хорошо показывает общее состояние страны. Та же проблема касается и обычных семей. Официальная инфляция больше 40% в год. Продукты дорожают еще быстрее. Люди не могут понять, хватит ли им денег даже на самое необходимое. При этом власти предлагают бюджет на 26 и 27 годы, где налоги могут вырасти более чем на 60%. Для населения это выглядит так. Государство собирается грабить и вытягивать последние деньги из общества, которое и так на грани, чтобы спасти само себя. В результате между властью и людьми окончательно рвется связь. Государство больше не воспринимается как структура, отвечающая, несущая ответственность перед гражданами. Итог очень простой. То, что сейчас происходит в Иране, это не цветная революция завтра и не просто очередной шум, который завтра забудут. Это глубокий кризис, который никуда сам по себе не денется. Режим прямо сейчас, скорее всего, устоит. У него есть силовики, деньги, опыт подавления протестов и понимание, как тянуть время. Он может задавить улицу, посадить активных, отключить интернет и сделать вид, что все под контролем. Это он умеет. Но и вернуться к нормальной жизни, как раньше, уже тоже не получится. Экономика трещит, люди не понимают, как жить дальше, а доверие к власти почти исчезло. Это как дом, в котором стены пока не рухнули, а фундамент уже рассыпается. Поэтому главный вопрос даже не в том, упадет ли режим сегодня или завтра. Вопрос в другом. Сколько еще Иран сможет жить в таком режиме постоянного напряжения, бедности и страха? Ответа на этот вопрос нет ни у протестующих, ни у властей. Одно ясно точно. Иран вошел в долгий и опасный период. И чем дальше, тем дороже он будет стоить всем. И простым людям, и тем, кто сидит наверху.